В Таллине есть места, о которых туристам не рассказывают. Заброшенные руины, странные памятники и бункер, в который лучше не заходить. Страшнее этого места я еще ничего в своей жизни, по-моему, не встречал. Сегодня я отправлюсь туда, куда туристы обычно не доходят. Большинство людей видят эстонскую столицу именно такой: старый город, туристы, кафешки. Но в этот раз я решил уйти от стандартных маршрутов и покидаю старый город. Впереди несколько километров от центра и совсем другой Таллин. Поразительно, ты выходишь из центра Таллина, и людей становится значительно меньше. Уже жизнь не такая кипящая, не такая туристическая, туристов здесь вообще нету. Я иду такой достаточно пустынной дорогой, как вы видите, и редкие прохожие мне встречаются. Как, собственно, и дома уже становятся простыми, где-то современными, где-то старыми, и уже нету таких туристических объектов. Не такой большой поток машин, автобусов. Здесь такой Таллин повседневный, современный. И я уже в предвкушении тех мест, которые мне предстоит увидеть. Кстати, дорога от старого города до первой точки, куда иду, составляет 4 километра. И я скоро туда приду, и мы увидим первое таинственное место. Чем дальше уходишь от туристического центра, тем меньше Таллин похож на открытку. И вот первая точка моего маршрута. Первое место моего маршрута выглядит совсем не так, как я этого ожидал. Не сразу можно даже заметить эти руины, поросшие уже бурьянами, кустами и деревьями. И когда смотришь на эти руины первый раз, кажется, что это остатки какого-то древнего замка или еще какого-то, может быть, особняка. Но на самом деле все не так просто, как кажется на первый взгляд. Когда-то до конца еще 18 столетия здесь была заброшенная воинская часть, и один предприниматель, он, кстати, балтийский немец, немецкого происхождения, живший здесь в Прибалтике, он построил здесь такую так называемую известняковую печь, где добывали, обжигали и пускали в производство известняк, один из важнейших материалов того времени. Это было в начале 19 столетия, и кажется, что это место хранит вот эту исторический колорит и эту вот слегка таинственную, загадочную обстановку. Посмотрите внимательно. Кажется, что сейчас оттуда кто-то выйдет. Место интересное, загадочное, но впереди еще меня ждет еще больше загадочных, таинственных мест. И, конечно же, хочется уже их увидеть. Пойдемте посмотрим. Действительно, это только начало. Буквально пару шагов, и сразу же передо мной место, которое сложно объяснить с первого взгляда. По пути я встретил вот такую вот загадочную конструкцию из бетонных плит, сделанную с такими прямоугольными входами, разделенные на несколько блоков, и каждый вход и каждый блок по размеру отличается друг от друга, и кажется, что это за отголосок какой-то забытой эпохи, или что это может быть такое таинственное, непонятное, может быть какой-то останки какого-то здания, или какая-то фантазия какого-то слегка ненормального архитектора или скульптора. И все же ответ на вопрос, что это такое, существует, и чтобы его получить, нужно просто зайти в одно из этих отверстий, в одну из этих дверей. Что мы сейчас и сделаем. Пойдемте. Вы слышите? Слышите, какой здесь звук? Это я сейчас нахожусь в самой высокой, в самой большой секции этого сооружения. Вот перехожу сюда, и здесь уже другой звук. А здесь другой. И дальше еще другой. И заметьте, не знаю, слышно вам это или нет. Раз. Вот я сейчас иду с самой маленькой комнаты. Звук здесь такой глухой, как в вакууме. Идем дальше, более большую. Здесь вот такой звук, чуть-чуть объемнее. Здесь еще.
объемнее. Эта постройка имеет название Кроматико. Кроматико — это такой музыкальный термин. Я, конечно, не знаток музыки настолько, но это можно примерно понять, что это такое, когда звук отличается в зависимости от окружения. Да? Согласитесь, довольно-таки забавная конструкция. Ее, кстати, построил какой-то немецкий скульптор. Вот заметьте, я вышел на улицу. Во-первых, яркий свет ударяет в лицо сразу, и звук совсем другой. Ты как будто вышел из какого-то бункера, хотя ты не погружался под землю. Удивительно. Вы знаете, это далеко еще не самая загадочная штуковина на моем пути, и впереди нас ждет еще много чего таинственного и загадочного. Пойдемте дальше. После таких объектов понимаешь, что маршрут этот точно не туристический. Таллин действительно умеет удивлять. Далее у нас место не столько странное, сколько памятное. Есть места, где много слов не нужно. И как раз вот такое место и в Таллине есть, идя вдоль Нарвского шоссе. Я увидел вот этот вот мемориальный камень, на котором написана не очень веселая информация. Написано здесь, что во время Второй мировой войны в 1944 году из концлагеря под Парижем во Франции были направлены несколько сотен евреев сюда, в Прибалтику, в Литву, часть из которых, а именно 300 мужчин, были перевезены в столицу Эстонии, в Таллин. Их след здесь обрывается, но очевидно, что эти люди были здесь казнены фашистскими войсками. И знаете, что это как раз одно из таких мест, где самые лучшие слова, которые можно сказать, находясь здесь, это молчание. Вы знаете, я сегодня много уже километров прошел. Вот, и подхожу к самым долгожданным местам. Вот, и заметьте, места становятся более дикими, более жуткими. Хотя мы находимся в Таллине, но, правда, на окраине. И что меня ждет дальше, я думаю, что это интересно. Посмотрим. Друзья, если до этого мы видели места странные, но в принципе очевидные в какой-то степени, да, но сейчас я как раз по-настоящему в странном таком заброшенном месте. И вот вы видите здание такое красивое, уже, конечно, обветшалое, заброшенное. Когда-то в нем теплилась жизнь, и не просто теплилась, она бурлила. Это усадьба, построенная балтийскими немцами, которых здесь достаточно много в Таллине обитало. Усадьба Козе называется. Построена была в конце 18 столетия. Помимо основного вот этого здания усадьбы имеются также несколько хозяйственных построек, останки забора. И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что после того, как эта усадьба перестала иметь свою функцию, она долгое время была в заброшенном состоянии. В советское время эта территория использовалась военными. Но и это еще не все. В последние годы Советского Союза усадьба использовалась как детский сад. И в 90-х годах она пришла в запустение, в каком мы видим. Это здание, представьте, оно старше тех вот печей, которых мы видели чуть ранее. Ну и сейчас, как мы видим, это красивое некогда здание было разрушено, но в нем и сегодня, особенно в этих хозяйственных постройках, можно увидеть, что это было очень красивое здание, красивая усадьба, которая, к сожалению, не сохранилась. Но я не просто так сказал о том, что эта территория использовалась военными, потому что рядом еще один секретный объект, который в советское время тщательно скрывали, и мне уже не терпится туда добраться. Пойдемте, и надеюсь, что я оттуда выйду живым.
Все, что мы видели до этого, была подготовка. И вот кульминация сегодняшней прогулки. Место, куда многие не рискнули бы зайти. Я нахожусь в месте, о которых обычно стараются забыть. Что это такое? В карте сегодня это значится как бункер «Орбита». Но если вы откроете карту Таллина каких-нибудь 60-х годов, 70-х годов, советскую карту я имею в виду, то вы увидите, что на этом месте будет загадочные две буквы «ДО», что означает «дом отдыха». И действительно, этот секретный бункер, который использовала советская власть, здесь таких бункеров было в советское время достаточно много, замаскированных, которые обозначались какими-то другими значками на карте. И это один из них. Что там было на самом деле, возможно, мы уже никогда не узнаем. Ходят слухи, что там внутри целый подземный, огромный, многоуровневый город и много-много помещений, соединенными с другими бункерами. Правда это или нет, это тоже достаточно трудно вот так просто узнать. Но давайте пройдем туда и посмотрим, что можно сегодня там увидеть. Итак, мы заходим внутрь. Интересно, сколько людей вообще знают об этом месте? Здесь очень быстро пропадает ощущение времени. Тут даже пола настоящего нету. Какие-то руины и развалины. И говорят, что здесь можно заблудиться. Вообще ничего не видно. Самое жуткое здесь не темнота, а тишина. Чем глубже проходишь, тем тише становится вокруг. А вы бы рискнули зайти в такой бункер? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Страшнее этого места я еще ничего в своей жизни, по-моему, не встречал. Кстати, этот туннель ни конца, ни края нету. Ни конца, ни края, честно. Хочу сказать, что здесь довольно-таки специфический запах. Интересно, вот доски, по которым я иду, они вообще... Ого, смотрите, что там есть. Ой, что-то хлюпнуло под ногами. Вот какое-то непонятно что. Смотрите. На самом деле очень жуткое ощущение, находясь здесь. Там шли два парнишки, я у них спросил некоторую информацию, куда тут идти, где есть. Они сказали, что здесь очень интересные и очень длинные проходы. И уходя, они мне сказали напутствие: не заблудитесь только. Я говорю, а это возможно? Они сказали, возможно. Ну, если честно, вы знаете, мне уже слегка не по себе, что это за печь Освенцима. На самом деле это истерический смех. Что это такое, непонятно. Какой-то мусор, какой-то хлам. И вот тупик. О, мамочки, ой-ой. Какие-то какашки. Ой, потолки ниже и ниже находятся. Опускаются, вернее. Вы знаете, даже у меня два фонаря сейчас включено. А здесь такая тьма непроглядная. Куда это место ведет, этот туннель? Непонятно. Для чего? Вопрос, для чего было это сделано? Вы не знаете? У меня нет ответа. Нет, туда я уже не хочу идти, ибо боюсь заблудиться. Это место никем не охраняется, не контролируется. И в случае какого-то бедствия заблудился ты, или тебя тут поймали какие-нибудь наркоманы, прибили. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот. Пора выбираться отсюда. Какие-то голоса, но это какие-то ребята здесь. Значит, жизнь все-таки здесь есть. Вау, свет в конце туннеля.
Вы знаете, хотя я понимал, куда иду и к выходу направлялся, но, если честно, у меня в какой-то момент закроились сомнения, что выход именно там, куда я иду. Свет в конце тоннеля еще никогда для меня не был так прекрасен. Здрасте. Вам не страшно это? Страшно, но я далеко не ходил. А у вас есть фонарик? Ну вот он небольшой совсем, и в телефоне еще. Я вот тут встретил ребят, которые подозрительно очень скрыли свои лица. И хочу у них спросить, скажите, пожалуйста, вы были в этом бункере? Да. А что вы о нем знаете, об этом Он бункере? большой и страшный. Я сам в этом убедился. А было такое, что вы там шли и в какой-то момент испугались и решили назад идти? И иногда у меня такое было. Я ходил со своими друзьями. Мы услышали крик, и мы убежали. Убежали. Там еще страшно, потому что боишься, что сзади там темнота, и боишься, что Кто-то идет. Все, Вот. Ну ладно. до свидания. До свидания. Спасибо вам. Ну, как видите, я живой. И, конечно, я не рискнул и исследовать эти подземелья более детально. Но место меня впечатлило. И когда здесь находишься, испытываешь очень необычные эмоции. И, конечно, хотя бы раз здесь побывать стоит все-таки. Это не бойтесь, это всего лишь ребятишки. Пора мне идти уже домой. Как видите, всего несколько километров от центра города и совершенно другая атмосфера. Сегодняшний день показал мне столицу Эстонии совершенно с другой стороны. И вот такой вот Таллин обычно не попадает в туристические путеводители. Нам всегда кажется, что мы очень хорошо знаем города, в которых живем. Но, как показывает данный ролик, вы увидели, что достаточно только слегка свернуть с туристических маршрутов, и вы увидите совершенно другой город. Точно так же, как сегодня мы увидели совершенно другой Таллин.